Добрый день, дорогие пекари! Я рада вас приветствовать на моей кухне. Сегодня разберемся с одной очень животрепещущей, актуальной темой. Почему тесто на закваске кислое и липкое? Вернее, почему тесто липкое, а хлеб получается кислым? Этой темы я касалась уже не раз, но вопросы продолжаются, тема очень актуальна. Многие пекут на закваске, начинают печь и сталкиваются с тем, что тесто липкое, замешивать его неудобно, некомфортно. Ну, а хлеб получается кислый, низкий и невкусный. Может быть, даже и не низкий, но кислый, он заметно кислит. Давайте разберемся. Дело в том, что у этих двух явлений, липкости теста и повышенной кислотности получающегося хлеба, причина одна и та же. И причина это в микробиологии закваски. Дело в том, что выводя закваску, мы культивируем те микроорганизмы, которые поселились на пшенице, либо на ржи, на самом зерне, на его оболочке. Мы смачиваем, добавляем воду, используем определенную температуру, подогреваем, по сути, эту закваску, и начинается размножение бактерий и диких дрожжей. И в результате складывается какая-то микробиологическая композиция, то есть сообщество бактерий и диких дрожжей, которые потом поднимают, разрыхляют наше тесто и придают ему вкус и текстуру. Так вот, от того, какой состав у вас получился, будет зависеть, какого вкуса будет ваш хлеб и какой текстуры. И при неправильном, скажем так, хранении, при неправильном уходе за закваской происходит смещение в одну или в другую сторону. Обычно происходит смещение в более кислую сторону, то есть закваска становится более кислой, хуже разрыхляется, меньше поднимается и, соответственно, хлеб перекисает. Да, важная поправка. Здесь мы говорим либо о сдобе, либо о пшеничном хлебе, потому что кислинка в ржаном хлебе воспринимается нами вполне как естественная, и мы редко жалуемся на кислый ржаной хлеб. Обычно все-таки пшеничный нас не устраивает этим вкусом. Так вот, если происходит смещение вот в эту кислую сторону, то есть молочно-кислые бактерии закваски начинают преобладать над дрожжами, их становится больше, они выделяют много кислоты, возникает несколько последствий. Первое. Во-первых, падает подъемная сила закваски, потому что повышенная кислотность мешает размножаться диким дрожжам, мешает тесту разрыхляться. Второе. Когда повышенная кислотность, вот эта кислота, она начинает разрушать клейковину пшеничного теста. У пшеницы, вы знаете, есть белок клейковина. При замесе теста образуются такие пленочки, которые потом создают каркас теста и удерживают газ внутри этого теста. Так вот, когда кислоты слишком много, эта кислота начинает растворять клейковину, разрушать ее, и тесто становится липким. Вы, кстати, можете этот эффект наблюдать, замешивая, например, ржаное тесто. Оно изначально более липкое, чем пшеничное, потому что клейковины там крайне мало, и тесто такое липкое. А пшеничное становится липким и сложным в замесе, когда повышенная кислотность, потому что каркаса нет, и начинает тесто разрушаться и липнуть к рукам. И вслед за этим получается, что тесто ваше кислое, хлеб кислый, ровно по той же самой причине. То есть, если вы наблюдаете два явления, липкое тесто на замесе и затем низкий подъем и кислый хлеб, это значит, что у вашей закваски повышенная кислотность. Что с этим делать? Как снизить кислотность? У меня есть об этом отдельный сюжет, я оставлю ссылку в описании, плюс сделаю подсказочку, вы можете на нее нажать и воспользоваться ею, посмотреть, что же делать. Это следующий этап, но на этом все, о причинах я вам рассказала. Давайте с вами продолжать печь, разбираться в вопросах заквасочного хлеба и испечем с вами еще много всего интересного.